Всем привет! Сегодняшнее видео связано с выходом новой версии движка Unreal Engine 5.8 и, соответственно, связано с производительностью, так как я протестировал проект, перенес его на версию 5.8, копию, и сравнил показатели производительности. То есть в этом видео я покажу результаты моих тестов, ну и также покажу то, что не вошло в запись, под запись. Напоминаю, что страница игры доступна в публичном доступе в Steam, поэтому переходите по ссылке и добавляйте игру в виш-листы. И давайте начнем. У меня подготовлено несколько скриншотов. Они разделены по настройкам производительности, точнее настройкам графики от низкого до среднего и высокого. И также разделены на версии 5.6 и 5.8. Я сравнивал эти две версии движка. Это абсолютно одинаковый проект, то есть его копия, перенесенная со всеми механиками, блупринтами, C++ классами и так далее. Ну и давайте начнем. Первый пресет — это низкий. В левом верхнем углу вы увидите текущие настройки, при которых сделан был этот скриншот. И здесь наверху подписано, этот скриншот сделан на версии 5.8, этот скриншот сделан на версии 5.6. В правом верхнем углу настройки FPS, это тоже мой самодельный небольшой такой виджет, который показывает текущий FPS, минимальный, максимальный за время его работы, средний, и также показатели видеопамяти и оперативной памяти. И если вы посмотрите и сравните показатели в движке в версии 5.8 и сравните их с такими же, но в версии 5.6, вы увидите, что в целом можно заметить, что минимальный максимальный FPS выше на версии движка 5.6, это во-первых, то есть 98-165 по сравнению с 64 и 131. Ну и также средние показатели FPS, ну, порядком выше, да, на 10, на 11. Ну и также мы видим, что потребление видеопамяти немножко увеличилось в версии 5.8. Ну и саму картинку вы можете в целом тоже оценить. То есть это один и тот же коридор. И, ну, не сказать, что прям сильно видно разницу, да. То есть на низких настройках качества разницы практически не видно. Какие были здесь настройки выставлены? Это стандартный метод освещения SSGI, то есть люмен здесь отключен. Качество глобального освещения среднее, отражения выключены, точнее они не выключены, да, выключены, то есть это даже не screen space, а полностью стоит на 0, reflections method 0. Виртуальные тени выключены, качество теней низкое и объемный туман выключен. И теперь переходим к средним настройкам. То есть средние настройки у нас какие? Мы включаем люмен, ставим уже среднее качество, она так и стояла, среднее качество освещения, добавляем отражение люмен и включаем виртуальные тени с низким качеством теней. И посмотрите теперь на показатели в движке 5.8. Средний FPS 117, а в движке 5.6 116. То есть средние показатели примерно одни и те же. Показатели видеопамяти опять практически такие же. То есть 468 и 628 здесь. И здесь то же самое. То есть видеопамять здесь не меняется. Ну и оперативная практически тоже. Да? Что мы видим? Что на средних настройках качества картина опять примерно одинаковая по средним показателю. Но по минимальным максимальным 5.6 снова немножко выигрывает. Порядка 10-20 FPS. Ну и последний пресет качества — это High на движке 5.8. Вот он скриншот. Здесь мы включаем уже хардварные аппаратные лучи для люмена. Соответственно, поднимаем качество глобального освещения, качество отражений, виртуальные тени тоже повышаем качество на среднее и включаем еще объемный туман. То есть видите, да, что свет стал более объемным. Ну и смотрите теперь на показатели. Средний показатель FPS 85 в 5.8 движке, в 5.6 средний показатель 100. И также видим 74-142 минимальный, максимальный на 5.6 и 59-114 это минимальный, максимальный на 5.8. То есть теперь, исходя из этих результатов, что я могу сказать, мое личное мнение. В целом на низких настройках качества
низких и средних практически не видно разницы в картинке. Да и в целом я, в принципе, в картинке разницы особо не вижу большой, что 5.6, 5.8. Но по показателям по производительности низкие и средние настройки качества практически одинаковые, но выросло базовое потребление видеопамяти. То есть если мы здесь видим, что на 5.8 везде идет 628, а на высоких настройках качества поднимается до 635, то на 5.6 это 468 базовое потребление, и на высоких настройках качества до 587 поднимается. То есть видеопамять немножко расходуется меньше. По оперативной памяти разницы нет. И по средним показателям FPS низкие настройки качества выигрывают. 5.6 движок выигрывает на средних настройках качества. На низких. На средних настройках качества по среднему FPS примерно то же самое. Ну и на высоких настройках качества 5.6 снова выигрывает по средним показателям. И это касается не только среднего FPS, но и также минимального, максимального. То есть на 5.8 мы видим, что есть просадки, даже на низком уровневом качестве до 64 падает, здесь до 81. Так. Ну, хотя странно, да, кажется, как будто бы должно быть меньше, да, но по факту это значение нет-нет прыгает периодически. Можно сильно прям не ориентироваться на минимальные, максимальные показатели, но мы видим, что все равно просадки есть как таковые, то есть уже близко к минимальной такой комфортной границе 60 FPS. А учитывая, что в игре толком нет объемных каких-то текстур, да, каких-то высокополигональных объектов со сложными тенями и так далее, да, то есть практически пустой коридор, несколько лампочек, пара инвалидных колясок, да, и мы уже видим, что практически уже до 60 падает FPS, ну, здесь даже меньше 60. А если смотреть, оценивать версию 5.6, то тут мы видим более оптимистичные показатели, то есть тут меньше 98 не падает вообще ни разу, то есть тут до 90 может проседать, ну и тут до 74, ну еще куда не шло, да, учитывая, что включены аппаратные лучи и объемный туман. Вот, в целом, какое мое мнение касательно именно моего проекта, что пока нет смысла переходить, я думаю, на 5.8, когда его, может быть, немножко оптимизируют, выпустят несколько еще версий новых, может быть, я повторно буду проводить тестирование, то есть, конечно, я буду периодически делать копии, проверять, сравнивать, ну и далее там уже будем смотреть. Но, скорее всего, так как игра планируется выйти в конце осени, скорее всего, она выйдет уже на 5.6. 5.7 я еще как-то пропустил версию, особо не проверял. Может быть, еще и 5.7 протестируем. Ну и теперь давайте покажу в целом, что поменялось в игре. То, что не попало под запись. Ну и в целом давайте я начну с окна настроек. Выглядит она у меня сейчас вот так. То есть, как я уже, возможно, говорил, я все ползунки переделал на специальные такие вот select боксы, да, то есть где можно просто нажимать вправо-влево, и, соответственно, они будут у нас меняться, будет меняться какая-то опция. Они все у меня сделаны в виде отдельного дочернего виджета WBP Select Box. У него есть значения определенные, то есть у него есть список значений у каждого. Вот values, то есть я могу поставить стандарт, lumen, lumen RT, например. У этой настройки, например, будет low, medium, high, epic, да. Соответственно, есть event диспетчеры, которые я могу привязать и которые будут вызываться при изменении, например, при нажатии на кнопку вправо, влево, будет меняться определенная настройка. То есть вот такая вот логика настроек, немножко она запутанная, но мне было, если честно, лень очень ее переделывать, поэтому вот такой вот раздутый получается blueprint. То есть это все события, которые привязаны на изменения настроек, то есть они разделены тут по категориям дисплей, то есть это оконный режим, разрешение, вертикальная синхронизация и ограничение частоты кадров. А дальше есть отдельно включение-выключение технологий, то есть метод глобального освещения, отражений, качество отражений и качество освещения, да. Отдельно тени, то есть это включить-выключить виртуальные тени, качество теней и объемный туман. Ну и все остальное. И отдельно последний раздел — это сглаживание,
методы сглаживания, качество сглаживания, дальность прорисовки и так далее. То есть эти ивенты срабатывают при изменении вот этих ползунков, точнее селект-боксов, да. Тут у нас идет навигация, то есть вправо-влево, когда нажимаем, у нас либо меняется параметр, либо мы перемещаемся между вкладками. Тут перемещение между вкладками настроек. Ну и здесь первичная как инициализация, да, подгрузка текущих настроек. То есть сначала мы подгружаем глобальные вот эти тумблеры, да, то есть виртуальные тени, методы освещения и так далее. А потом уже идет настройки теней, визуальных эффектов там и так далее. Вот так работает у меня мой виджет настроек. То есть вживую выглядит он вот так. То есть нажимаем паузу. Вот так я могу по нему перемещаться. Вверх, вниз, вправо, влево. То есть я могу включить, поменять какой-то определенный параметр. Ну и так далее. То есть влево, вправо нажимаю. То есть видите, я могу все это делать без мышки. То есть у меня тут уже настроена система навигации. Она у меня настроена уже, я, может, показывал, когда я делал то ли инвентарь, то ли еще что-то. То есть я в виджете перехватываю нажатие клавиш и, соответственно, проверяю, связаны ли они с определенными input action, да. То есть если связано, то вызывается определенная логика. То есть вниз подвинуться, вверх или вправо-влево. Ну и тут у меня вкладка локализации, то есть язык текста, язык озвучки. Пока еще сильно с ней не работал, но в дальнейшем планирую это тоже начать скоро. Далее, что поменялось, это я немножко все-таки доделал механику сейфа. Ну, не то чтобы доделал, а чуть-чуть поработал с ней. Не смотрите, что мыльно, это я percentage поменял, чтобы у меня сильно прям не подвисала игра. Вот он мой сейф. Теперь появились звуки. Теперь можно ввести правильный код. Он у нас был 401060. Ну и вот теперь, вот он открывается, и все. То есть это все теперь работает вместе с системой сохранения. То есть если я сейчас пойду в туалет, сохранюсь, потом запущу уровень снова, то потом сейф у меня будет уже скрыт, дверца будет открыта, то есть все будет запоминаться, как положено. Далее немножко поработал с системой квестов. Я уже в одном из видео начинал с ней работать. Немножко ее переделал, так чтобы она у меня работала через Subsystem, Game Instance Subsystem. То есть это дочерний класс от Game Instance Subsystem. То есть он инициализируется один раз при запуске игры, и то есть вся логика с квестами происходит именно там. Вот теперь, если я сейчас столкнусь с дверью, у меня, во-первых, появится внизу, во-первых, персонаж скажет определенную фразу, во-вторых, появится текст, текстовое отображение того, что он сказал, и сразу запустится квест. Посмотрим. То есть внизу появились субтитры, и сверху появилось уведомление о том, что начался новый квест. Это все также реализовано через систему триггеров, то есть мой Actor Component триггер. У двери есть определенный триггер, точнее Actor Component, ну да, триггер, который срабатывает при попытке открыть запертую дверь. То есть когда мы врезаемся в дверь, которая заперта, срабатывает вот этот триггер. То есть я могу сюда повесить либо начало какого-то квеста, либо могу вообще ничего не вешать, либо могу повесить, чтобы он просто что-то сказал, ну и так далее. То есть пока что здесь просто стоит Start Quest, и в Quest ID подан ID из таблицы квестов. Таблица квестов тоже немножко переработана. Сейчас покажу, как она выглядит. Так. Давайте перезапустим движок. Вот так выглядит таблица квестов. Структура квестов тоже переработана. Здесь у нас идет имя строчки в таблице. Она совпадает с Quest ID. Название квеста и его описание. Да? То есть описание у нас будет только в каком-нибудь журнале квестов. Именно когда квест начинается, будет появляться только вот это вот name квеста. То есть выбраться из ловушки, либо попасть в комнату охраны. Да? Сразу идет категория квеста, да, то есть главный, основной, либо дополнительный. И список целей, то есть в виде массива. И отдельно структура
есть не только у квеста, но и у цели. То есть я могу добавить в квест одну цель, и, допустим, она будет называться у нас, описание будет найти ключ от комнаты охраны, ну и количество, да, то есть по умолчанию будет равно единице. Если будет какое-то задание, которое будет требовать, например, нахождения 2 или 3 ключей, то оно будет у нас, здесь будет стоять 2 либо 3, и, соответственно, при нахождении этого ключа будет сравниваться количество найденных ключей с числом в этом поле. То есть вот тут, здесь цель найти выход из комнаты, из палаты временного содержания, да. Вот, ну, в целом, так вот выглядит вот так вот выглядят основные изменения, то есть это настройки. В первую очередь я их делал для того, чтобы протестировать производительность. Ну и в целом, конечно, на будущее, я думаю, более-менее такой виджет сойдет. Ну и все эти, конечно, изменения у меня теперь продублированы на версии 5.8, поэтому периодически я буду сравнивать их при внедрении каких-то новых механик, логики, либо в целом каких-то изменений. Я буду проверять, как это все выглядит и на 5.6 версии, и на 5.8. То есть, когда я пойму, что однозначно я остаюсь на какой-то из этих двух версий, то я, наверное, так и сделаю. Но пока торопиться не будем, поэтому, скорее всего, пока я буду работать на 5.6. На этом видео все. Напоминаю, переходите по ссылке в описании и добавляйте игру в виш-листы. Релиз назначен на конец осени. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.